Друзья, рад всех приветствовать на канале. Добро пожаловать! Сегодня будем делать мой любимый хлеб, хлеб десертный. И сегодня мы сделаем его из сухофруктов. Тут у меня чернослив, курага и также клюква и орешки пикант. Это то, что у нас будет из добавок в нашем тесте, или вернее в нашем хлебе. Что касается муки, итак, это моя любимая мука, это мука камут или хорасан. Кому интересно, можете почитать. Это первая мука, ржаная мука, мука спельтовая и хлебная мука. Итак, 4 вида муки. Также у нас пойдет мой любимый аббатский солод. И у нас пойдет также псилиум. Немного псилиума мы добавим в наш хлеб. Это то, что касается сухих ингредиентов в отношении муки. Итак, давайте приступим. Что мы сделаем? Мы сейчас смешаем всю нашу муку. Отлично. Добавляем солод и добавляем псилиум. Все, друзья, вот мука. Тесто у нас будет 75% влажности. Мы также добавим в наше тесто немного масла. Масло будет арахисовое. Вот оно. Оно очень вкусное, придаст также запах нашему тесту. И то, что мы сейчас делаем, мы всю нашу муку перемешаем и поставим на аутолис. Итак, давайте вот так. Все, друзья. И добавляем воды, которую мы уже отмерили. Я буду делать 3 буханочки по 600 грамм. Но в рецепте я, конечно же, укажу на 1 буханку хлеба все ингредиенты. Итак, замешиваем тесто. Я вам покажу, как оно будет выглядеть после того, как впитает всю воду. Хорасан очень влагоемкая мука. Также мука хлебная у меня влагоемкая. Хлебную муку это у меня басис или база. Для того, чтобы у нас хлеб хорошо держал форму. Хорасан и спельта дадут нам цвет, также ореховый вкус, и ржаная мука тоже придаст свой шарм. Я положил всего 5% ржаной муки. Итак, замешиваем тесто. Я покажу, как оно будет выглядеть. Друзья, тесто замесили, и хотел показать тесто, ну, просто великолепное. Во-первых, у него прекрасный аромат и структура просто невероятная. У нас хлеб будет пушистый, мягкий. Мы также благодаря маслу его смягчим. Хочу вам показать, как он выглядит благодаря хлебной муке и также спельте. Спельта тоже очень хорошо тянется, развивает. Обратите внимание, развивает глютен. Хочу вам показать, это только лишь замес на аутолис. Посмотрите на это тесто, как оно уже растягивается. Это еще без закваски, без соли, без ничего. Итак, посмотрите на этот цвет, друзья. Благодаря хорасану у него
Смотрите, какие интересная структура. Надеюсь, вам видно. Все, друзья, оставляем тесто, накрываем его где-то на час-полтора на утолец. У нас очень жарко, температура за окном 45 градусов, поэтому мы включаем кондиционер, чтобы тесто у нас не перегрелось. Когда очень жарко, можно класть холодную воду, если вы любите сразу класть закваску, чтобы закваска быстро не бродила. Можете это делать. Ну и также класть меньше закваски. К примеру, если вы кладете 20% от количества муки, то когда жарко, можно меньше класть, 15 и даже 10. Все, оставляем на час-полтора и возвращаемся, добавляем закваску. А наша закваска тем временем, обратите внимание, уже начинает покрываться шапочкой. Вот это у нас поднялось. Оставляем ее, накрываем и продолжим через полтора часа. Друзья, тесто постояло полтора часа и оно готово. Теперь мы будем добавлять закваску. Закваска у нас очень хорошо подошла. Хочу показать, как выглядит тесто. Оно стояло у нас полтора часа. Посмотрите, какое тесто великолепное. А как же выглядит наша закваска? Друзья, вот заквасочка. Сейчас я намочу руки, посмотрите, какая она воздушная. Просто бомба. Итак, нам сейчас нужно закваски положить 15% от общей суммы нашего теста. Нам нужно, значит, 270 грамм. Итак, давайте отмерим 270 грамм заквасочки. Вау, друзья, не закваска, а чудо. 270. Нам много закваски не нужно, особенно в такую жаркую погоду. У нас тесто 263. Ну, прям чуточку. Все, друзья, давайте нашу закваску распределим. Моем ручки. Замешиваем. Тесто просто великолепное, друзья. Не забывайте, что у нас еще будет масло, и тесто станет еще жиже. Оно уже, обратите внимание, какое. Хорошенько вмешиваем. Отлично. Я покажу, как будет тесто выглядеть после того, как мы нашу закваску вымесим. Для удобства можно вот таким образом
набьем, не сильно. И распределим нашу закваску. Друзья, вот поместили закваску. Тесто вот как выглядит. Посмотрите, какое оно классное. И оставляем на полчаса. И через полчаса будем добавлять соль и масло. А потом будем добавлять наши сухофрукты и орешки. И так оставляем на полчаса, чтобы закваска начала хорошо работать. Закрываем. Прошли полчаса, и теперь мы будем добавлять соль и масло. У меня как раз освободилась моя любимая посуда пластиковая, и мы как раз сюда переложим наше тесто. У него, во-первых, крышка есть, и очень неудобно работать железной, потому что к нему прилипает все, поэтому переходим на экологические пластики. Так, хочу вам показать. Посмотрите, как выглядит тесто. Так, добавляем соль. Соль я добавляю 2% от общей массы. Можно добавить чуть больше, потому что есть еще другие ингредиенты. Так, замешиваем соль. Друзья, тесто великолепное, просто бомба. Как оно тянется. Так, вмешиваем соль и потом добавим масло. И я покажу, как будет выглядеть тесто после того, как мы вмесим масло. Друзья, хлебушек будет бомба. Так, мы вмесили соль и добавляем арахисовое масло. И тоже будем его вмешивать. Благодаря ему у нас будет хороший глютен, потому что мы также добавили хорошее количество цельнозерновой муки. И он будет у нас также даст мягкость нашему тесту. И вмешиваем все наше масло. Итак, мы вместили соль, а также масло. Хотел сказать, что вода, которой я пользуюсь для того, чтобы смачивать руки, она у меня ледяная. Почему? Для того, чтобы не нагревать тесто. У нас жарко. Температура теста, я сейчас проверил, 26 градусов. И вот давайте посмотрим, что у нас вышло, друзья. Посмотрите, какое великолепное тесто. Все, мы оставляем на полчаса. И потом будем добавлять
наши добавки. Все. Оставляем на полчаса. Прошли полчаса, и теперь мы будем делать ламинацию. Немножко воды, чтобы тесто легко растягивалось и было удобно работать. Итак, хотел сказать, что орешки я нарезал курагу и также чернослив. Итак, нарезанный лук, чернослив и клюква. Все это у меня холодное, потому что жарко. Я не хочу, чтобы теплые ингредиенты еще больше согрели наше тесто. Поэтому мы сейчас будем растягивать наше тесто, и давайте это сделаем. Оно уже подошло. Опять же, вода холодная. Подденем. И даем ему вывариться. Отлично. Итак, давайте будем его растягивать. Кстати, насчет орешков, я их не замачивал, потому что я хочу, чтобы они у меня были хрустящие. И это пикант, поэтому я их не жарил и не... Посмотрите на это тесто, друзья. Если у меня был бы большой, еще больше стол, я бы еще больше растянул тесто. Посмотрите, как оно растягивается. Друзья, это просто чудо. Вот как оно выглядит. И давайте будем сейчас класть наши ингредиенты. Я положил, друзья, около 25% всего вместе. И орешков, и сухофруктов. Я слишком много не хочу. Я хочу, чтобы также чувствовался хлебушек. Поэтому хотите мало, кладите меньше, до 15%. Я положил 25%. Класс. И теперь идут у нас орешки. Пикант. Я думаю, этого предостаточно. Больше и не нужно. Друзья, вы знаете, у меня появилась идея, что я еще добавлю. Она у меня появилась прямо сейчас. А добавить можно, догадайтесь, что я добавлю немножко мака. Немножко. Вот так. Что скажете? Ой, друзья, я не дождусь, когда я его порежу. И теперь мы его будем. Хочу вам показать, как у меня приготовилось тесто вот на этом месте. Давайте посмотрим. Посмотрите, друзья, какое тесто. Все, давайте будем сейчас его складывать. Для этого нам нужно скребок.
Почему я кладу все ингредиенты, друзья, с помощью растяжки? Благодаря этому, во-первых, мы тесто еще укрепляем, растягиваем его. И во-вторых, друзья, мы не рвем глютен. Потому что если бы мы все это замешивали бы, вы же понимаете, что было бы. Все. Вот так аккуратненько мы убираем тесто. Кстати, можно спрыснуть оливковым маслом. А я добавлю не оливковое масло, а кокосовое. Чуть-чуть. Для смазки. Итак, друзья, тесто ушло на брожение. Итак, у нас будут 3 обминки в течение 1,5 часа. Я не буду показывать, покажу только последнюю обминку, как будет тесто выглядеть. Итак, убираем все и встречаемся на последней обминке. Итак, последняя обминка. Мы ее делаем и оставляем где-то на 1,5-2 часа на расстойку. Друзья, тесто просто великолепное. Вау. Это можно засунуть и залепить. Все, друзья. Последняя обминочка. И встречаемся, когда будем делать предформовку и формировать. Друзья, тесто подошло, и мы сейчас будем заниматься предформовкой. Вот тесто. Давайте немножко его присыпем мукой. Этого предостаточно. Мы сейчас его подправим и вытаскиваем. Вау! У нас будут 3 буханочки. И давайте будем делить. Первая, вторая и третья. Сюда чуть-чуть добавим. Так, друзья. Одна будет поменьше, а 2 будут побольше. Все, друзья. Даем нашему тесту отдохнуть. Немножко присыпем его. Чтобы оно не прилипло у нас. И накрываем. А тем временем мы сейчас приготовим наши трубочки для расстойки. Что мы сделаем? Мы присыпем немножко симолинкой. Вот таким образом. Раз, два. И поменьше вот у нас будет третий. Все.
Все, друзья. И вот смесь семян, которую мы будем также обволакивать. Все, 15 минут мы даем на отлежку и будем формировать. 15 минут прошли отлежки, и давайте сейчас будем формировать буханочки. Так, начнем с этой. Ой, какое тесто, друзья. Нету слов. Мы заформируем и сразу же уберем в холодильник. Такая жара, друзья, что в холодильнике, поверьте, тесто еще дойдет очень легко. Мы его оставим до утра. Итак, переносим. И нам нужен спрей, друзья, для того, чтобы обмакнуть. Хорошенько обмакиваем. И убираем. Убираем вот в эту большую формочку. Что мы делаем сейчас? Подправляем. Вернее, затягиваем еще сильнее. Вот так. Все, первая буханка готова. Обязательно посыпем семалиной. И займемся следующей буханочкой. Друзья, вот наши 3 хлеба. Эти я сделал побольше 2, потому что эти 2 корзинки побольше. Здесь вам видно. Вот это большая, это поменьше. Все. Убираем в холодильник на расстойку. Около 10 часов. Этого будет предостаточно при нашей температуре. Хлеб подойдет, и завтра будем его выпекать. Друзья, последний хлебушек. Мы его отправляем в духовку. Красавчик, друзья. Давайте сделаем надрезик и его. Готово. «45 минут, 10 минут температура 270 и 200 градусов, остальные 35 минут. Посмотрим, как он будет выглядеть. Друзья, давайте порежем хлебушек и попробуем, какой он. Послушайте этот звук, друзья. И вау! Друзья, посмотрите на этот хлебушек. Какой он нежный. Он еще тепленький. И мы, конечно, хотим мою любимую горбушку попробовать. Хочу сказать,
Хлеб вышел просто нежный. Посмотрите на этот мякиш. Здесь вам видно. Вау. Друзья, с кофе. А знаете, что еще? Возьмем мы сырок. Сверху сырок. И с кофе. Друзья, это просто бомба. Какой он ароматный, вкусный. Обязательно сделайте. Посмотрите на эту корочку, друзья. Я вам ее покажу сейчас. Хлеб тает во рту. Вау. Просто нет слов. Я такой довольный. Положим еще сырок. И друзья, не буду вас искушать. Я отключаюсь и советую вам его сделать. Хлеб просто бомба.